Поступил вопрос, можно ли побороть инсулинорезистентность и сколько это займет. В этом видео отвечу. Что такое инсулинорезистентность? Это состояние, при котором клетки перестают потреблять инсулин. Они его отторгают. То есть инсулиновые рецепторы просто перестают получать инсулин. В итоге последствия таковы. Без инсулина клетки не получают топлива, не получают питания, начинают испытывать голод, и вас тянет на углеводы. В поджелудочную железу посылается сигнал, что инсулин не поступает в клетку. Он говорит ей: «Нам не хватает инсулина, давай еще». И поджелудочная производит больше инсулина. При инсулинорезистентности инсулин обычно превышает норму в 5-7 раз. Проблема в том, что такой уровень инсулина вреден для организма. И поскольку он не поступает в организм, уровень сахара в крови будет высоким. Ведь функция инсулина — понижать сахар в крови. Динамика процесса такова. Гормон пытается, но не может выполнить свою функцию, не может контролировать сахар в крови, и тот растет все выше и выше. А между тем клетки испытывают голод. Если у вас инсулинорезистентны клетки мозга, то они не получают питания и отмирают. Это болезнь Альцгеймера. Итак, вот что это такое, что приводит к инсулинорезистентности. Чрезмерное воздействие инсулина. А что вызывает его? Постоянное потребление углеводов и слишком частые приемы пищи, частые перекусы. Как решить эту проблему? Надо повернуть процесс вспять, продлить отсутствие инсулина. Нужно какое-то время избегать активации инсулина. Проблема вот в чем. Если это не решить, вы не будете худеть. Все ваши тренировки пойдут на смарку. Все ваши диеты не сработают, а вы будете постоянно голодны и не сможете их соблюдать. На мой взгляд, чтобы побороть инсулинорезистентность, нужно от 3 до 8 месяцев и более. Прелесть в том, что также можно побороть преддиабет и диабет 2-го типа. Я полагаю, что кето дает где-то 20-30% улучшений. Интервальное голодание дает примерно 60% улучшений. Сложив их вместе, получаем 80%. Но если соблюдать здоровое кето вместе с интервальным голоданием, можно добиться 90% успеха, даже больше. Почему? Потому что здоровое кето само по себе дает ключевые нутриенты — цинк, витамин D, хром, калий, магний и витамины группы В, ускоряющие процесс. А если хотите еще больше ускорить результат, добавьте физические упражнения, уменьшите стресс, больше спите, принимайте БАДы для лучшего снабжения нутриентами, полезными для бета-клеток поджелудочной, которые связаны с инсулинорезистентностью. Узнать, уходит ли инсулинорезистентность, можно, сдав анализ на индекс инсулинорезистентности — HOMA-IR. Но, как по мне, достаточно следить за этими 6 пунктами. Первое — уходит ли голод? Можете ли вы продержаться дольше между приемами пищи? Уходит ли жир с живота? Это означает, что жир вокруг внутренних органов уходит, особенно жир с печени. Снижается ли давление? В чем тут дело? При высоких инсулине и сахарах артерии становятся жесткими, а на здоровом кето и интервальном голодании еще я советую употреблять больше витамина D. Можно улучшить давление. Но иногда требуется до года, чтобы взять давление под контроль. Далее, хороший уровень сахара в крови. Большинство людей замечают изменения сразу, но если у вас уже много лет диабет 2-го типа, нормализация сахара в крови может занять до года. Номер 5. Уходит феномен утренней зари. Феномен утренней зари — это когда вы просыпаетесь утром, вы еще не ели, а сахар в крови уже высокий. Это значит, вы в переходной фазе. Вы адаптируетесь к кетозу, но инсулинорезистентность еще есть. Если этот феномен есть, но начинает проходить, а со временем он сойдет на нет, значит, инсулинорезистентность сильно снизилась. 6. Заметный прилив сил. Хороший показатель, все идет как надо. И я добавлю номер 7. Вы насыщаетесь едой.
Если раньше с инсулинорезистентностью вы могли есть и не наедаться, теперь вы наедаетесь. Конечно, нужно есть правильную пищу, но чувство сытости после еды говорит о том, что питание доходит до клеток, оно работает. То есть резистентности у вас больше нет, ведь инсулинорезистентность блокирует поступление питания в клетку, и сытость почувствовать трудно. Спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео. Если вам понравилось видео, пожалуйста, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новых видео.